вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить очень интересное блюдо. Это будет у нас карри из нуты и овощей. Невероятно вкусно, очень полезно. Ароматы, эти специи Востока я обожаю. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов вы, как обычно, найдете в описании под видео. Для начала я приготовлю рис. Он у меня будет гарниром к моему карри. Если же вы используете карри из нута как гарнир, тогда вы, в принципе, можете не готовить рис. Предлагаю вам самый простой способ приготовления риса для гарнира. Для этого в сотейнике разогрейте оливковое масло и добавьте в него 1 зубчик мелко нарезанного чеснока. Затем добавьте 1 чашку риса. Хорошо перемешайте его и в течение 1-2 минут прогрейте в горячем масле. К этому блюду очень хорошо подходят следующие виды риса: жасмин, басмати и любой длиннозерновой рис. Я в свою очередь взяла пропаренный длиннозерновой рис. Обязательно добавьте половину чайной ложки куркумы и прогрейте вместе с рисом. Будьте внимательны, рис не должен пригореть. Рис стал прозрачным и хорошо прогрелся. Теперь добавляем 2 чашки кипятка. Я всегда использую такие пропорции в приготовлении риса. 1 чашка риса и 2 чашки воды. Даже немножко меньше воды добавляю. Рис я не закрываю крышкой и оставляю его томиться на среднем огне. Добавляем соль по вкусу. Больше я рис мешать не буду. Я убедилась, что к дну ничего не прилипает, и теперь он будет вариться самостоятельно. А когда через время появятся на поверхности вот такие дырочки и пузырьки, я накрою его крышкой и доведу до готовности еще несколько минут, пока вся вода полностью не испарится. Вот, посмотрите, рис у меня готов. У него рассыпчатая структура, и он солнечного золотистого цвета. Готовый рис накрываю крышкой и убираю с горячей плиты. Теперь займемся приготовлением карри. Для этого я возьму 2 луковицы среднего размера и нарежу мелким кубиком. Лук готов. Далее нарезаем остальные овощи. У меня 6 мини-морковок. Можете использовать 3 среднего размера. Я нарезаю вот такими кружочками. Также я буду нарезать вот такие уже очищенные мини-перчики. Они сладкие. Нарезаю вот такого вот размера соломкой. Если вы используете стандартного размера перцы, нарезайте, допустим, мелким кубиком, таким же, как лук. Также я добавлю небольшое количество острого перца. Добавляйте его по своему вкусу. Если вы любите острые пикантные блюда, добавьте побольше, либо возьмите перчик чили, допустим. У меня этот сорт не очень острый. Теперь возьмите большую глубокую сковородку и налейте в нее растительное масло. Я использовала оливковое масло, можно использовать любое масло, которое вам нравится. Далее в разогретое масло выкладываем лук и равномерно перемешиваем и разравниваем его.
В зависимости от сорта лука обжариваем его в течение 5-7 минут на среднем огне. Периодически помешивайте, чтобы лук не пригорел. Когда лук станет прозрачный, добавляем остальные ингредиенты. Перемешиваем. Также обжариваем на среднем огне в течение 5-7 минут. Не забывайте периодически помешивать. Все ингредиенты ни в коем случае не должны пригореть. Далее добавляем чеснок, 3 или 4 зубчика по вашему вкусу. Вновь перемешиваем. Добавляем порезанный острый перец. Далее добавляем специи по вкусу. 1-2 чайных ложки смеси бирьяни, 1-2 чайных ложки карри, 1 чайную ложку куркумы, 1 чайную ложку молотого имбиря, либо можете добавить свежий имбирь, нарезанный мелким кубиком. Перемешайте хорошо специи со всеми ингредиентами и прогрейте в течение нескольких минут. Не забывайте помешивать, чтобы специи не подгорали. Специи нагреваются и создают потрясающий восточный аромат. Добавляем соль по вкусу. Вновь перемешиваем. Далее выкладываем уже отваренный нут. У меня 800 грамм. Я его отваривала самостоятельно из сухого нута, но также в этом рецепте можно использовать нут уже готовый, отваренный из банки. Хорошо перемешиваем со всеми ингредиентами. Далее добавляем 2 столовых ложки томатной пасты. У меня домашняя, можете использовать также, допустим, из банки, либо пассату из томатов. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Вновь перемешиваем и прогреваем немного. Нут у меня готовился без соли, поэтому я добавлю дополнительно немного соли. Добавляю небольшое количество молотого перца. Перемешиваю. И теперь добавляю 250 мл кокосового крема натурального. В нем находится кокосовое молоко и мякоть кокоса, и также немного кокосового масла. Если хотите, можете использовать просто кокосовое молоко, тоже будет очень хорошо. На данном этапе наше блюдо практически готово. Нам всего лишь нужно прогреть хорошо все ингредиенты.
Прогревайте в течение 3-5 минут. Наше ароматное карри готово. Давайте приступим к сервировке. В глубокую тарелку выкладывайте сначала рис, нужное вам количество. Можете использовать сервировочное кольцо. Далее выкладываем наше ароматное карри из нута. Это блюдо прекрасный источник растительного белка и клетчатки. Сверху можно добавить несколько капель оливкового масла. Украшаем семенами кунжута. Также по вкусу вы можете добавить семена калинджи. Также я добавлю несколько листочков любистока. Я его очень люблю, особенно в этом блюде. Или, если вы любите, это блюдо можно дополнить кинзой. Вот так. Наше согревающее пряное карри из нута готово. До новых встреч, мои друзья! Приятного вам аппетита и хорошего настроения!